Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Мои подписчики в комментариях под моими видео просили меня сделать расклад про Майкла Джексона, про легенду поп-музыки. Действительно, его песни замечательные, и каждый, наверное, слушает сейчас их, да, каждый, кто ранее любил Майкла Джексона, любит его, остается до сих пор его поклонником, и я слушаю эти песни. И мне действительно также очень интересно узнать, жив ли Майкл Джексон или его сейчас нет с нами. Если он жив, то почему он инсценировал свою смерть? А если его нет с нами, если он мертв, то от чего он на самом деле умер? Давайте сегодня с вами посмотрим на картах «Безумной луны» Патрика Валенса. И мы сегодня с вами также развеем несколько мифов. Первый и самый главный миф – это действительно ли он был таким добрым самаритянином и очень любил людей и детей, или к детям он относился недвусмысленно. Сами понимаете, о чем я. Реально ли он отбеливал кожу, или это было кожное заболевание? Почему он делал пластические операции и все о его ориентации? Давайте мы сегодня с вами узнаем на колоде «Безумной луны». Что ж, начинаем. И прежде чем начать, я хочу попросить вас подписаться на мои каналы. Это YouTube канал, Telegram и Дзен. Все ссылки под видео. Пожалуйста, переходите. Итак, жив ли Майкл Джексон или его нет сейчас с нами? Карты, здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, правду. Жив ли Майкл Джексон или его сейчас нет с нами? Жив ли Майкл Джексон? Или его сейчас... Вот видите, как у меня карты падают. Жив ли Майкл Джексон или его сейчас нет с нами? Я люблю делать расклады по выпавшим картам. Это всегда очень интересно, что нам карты сами хотят сказать. Очень интересно. Жив ли Майкл Джексон или его сейчас нет с нами? Очень интересно. Рассказываю, дорогие мои. Выпала десятка кубков. Тройка, третий старший аркан императрица, паш мечей. Первая тройка. Рассказываю. Майкл Джексон, во-первых, жив. И я хочу обрадовать его поклонников, да, и я сама очень рада. И, в принципе, я догадывалась, что, что человека нет в почивших, да, то есть он живой, и долгих ему лет еще, да. Он сейчас с семьей, он сейчас со своей императрицей. Тут семья гетеросексуальная, сразу говорю про его ориентацию. Про его ориентацию мы еще спросим, конечно, да, там может быть и гетеро, может быть и бисексуальные какие-то связи, да, у людей. Дело тут не в этом, дело в том, что он сейчас находится со своей семьей, он безумно счастлив, рядом с некой императрицей, которая ему во всем помогает. Императрица очень умная, очень мудрая, очень интересная сексуальная женщина. Это женщина, и... Женщина, надо сказать, она даже, по-моему, чуть постарше его, да, то есть вот по этой карте. И что я хочу сказать, по пажу мечей, он наблюдает за всем тем, что происходит сейчас в мире. Он вынужден наблюдать, он вынужден, посмотрите, персонаж повернут к нам правой стороной, расчетливой, да, стороной, очень мудрый, очень умный, очень хитрый. Правая сторона всегда отвечает за отцовскую сторону. Это мудрость, интеллект, хитрость, умение как-то держаться на публике, да, умение рационально мыслить и так далее и тому подобное. Посмотрите на его бинокль. Бинокль у него торчит из синей половины стороны. Да, синяя сторона. Что такое синий цвет? Это интуиция, это хорошая интуиция, хорошая чуйка, так скажем. Да? Он сейчас следит за процессом, за всем тем, что происходит в мире. И по королю кубков и по пажу пентаклей он еще готов показать себя этому миру, готов много трудиться, готов много вкалывать и работать, и готов даже начинать с самого начала, с пажа пентаклей, понимаете? И готов праздновать эту пусть маленькую победу, выйдя снова в свет к людям. Но выйти в свет он не сможет в своем привычном обличии, поэтому по пажу пентаклей, посмотрите, как выглядит паж, на нем маска, которую мы не можем узнать, да, в которой мы не можем узнать того или иного человека. Этот человек пострадал, этот человек много трудился, этот человек собран из неких деталей, из разных деталей, да, но он собрался, он выжил, и он готов работать дальше, он готов трудиться дальше, и он готов праздновать по королю кубков эту маленькую свою победу, этот свой маленький пентакль, он готов отмечать. Он готов в скором времени выйти на публику, но в другом обличии. На нем надета маска, его никто не узнает, да.
и он готов, вторая карта празднования, да, по тройке кубков, он готов праздновать эту победу. Вот такие дела, мои дорогие друзья. Он действительно сейчас находится с семьей. Я не знаю, кто эта женщина, да, некая императрица. Но по императрице это либо она старше его, либо это его мать. Я не знаю, есть у него мать, нет у него матери, да. Вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях. Я ничего про Майкла Джексона не знаю, честно, и никогда не узнаю про, там, у меня нет кумиров, да, каких-то. Я просто люблю слушать песни того или иного исполнителя. Мне безумно нравится Майкл Джексон, то, как он исполнял свои песни. Но я не слежу за его семьей. И он находится в семье, в здравии, в покое, в любви с какой-то женщиной, с некой императрицей, с очень умной, расчетливой, хитрой, хитрой в хорошем плане. Она его любит. Она с ним заодно. Императрица повернута к нему, повернута к семье. Она делает все для семьи. Это либо мать по императрице, да, либо это супруга законная, либо это чья-то супруга, но вряд ли, потому как она находится с ним в семейных отношениях. И это, если это семейные отношения, это гетеросексуальные отношения, да. Но если это мама, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто это может быть, да, я не знаю, жива у него мама или нет. Возможно, это мама, возможно, это супруга. И Майкл Джексон сейчас следит за всем тем, что происходит в мире. Он вынужден прятаться, вынужден следить, вынужден рассчитывать каждый свой шаг по правой стороне, да. Посмотрите, еще раз напоминаю, правая сторона отвечает за четкое мышление, за рациональное мышление. И по королю кубков он готов праздновать, и по тройке кубков, да, король кубков, тройка кубков, он готов праздновать свою, пусть маленькую, но победу, когда он снова появится перед народом. Вот такой вот весь залатанный, начинающий с нуля человек, но все-таки начинающий, да, начинающий жить заново, но он будет в каком-то другом обличии. Это очень интересно, кстати, друзья мои, потому как он скоро появится. Ну, как скоро? По пентаклям и по кубкам, ну, он думает, что у него очень мало времени, поэтому, ну, в течение 3 лет это случится, да, в течение 3 лет. Итак, мы знаем, что Майкл Джексон жив. Я, в принципе, в этом даже почему-то и не сомневалась, хотя я не видела видео, да, многие говорят, что там видео сейчас ходит в интернете и так далее, но я почему-то была уверена. Почему он инсценировал свою смерть? Почему Майкл Джексон инсценировал свою смерть? Почему Майкл Джексон инсценировал свою смерть? Карты, скажите нам, пожалуйста, почему он инсценировал свою смерть? Почему Майкл Джексон инсценировал свою смерть? Боже, какие тяжелые карты. От этого расклада прям веет такой некой печалью, знаете. Сейчас я еще 3 карты выложу для полноты картины. Ну да, детская карта. Все понятно. Смотрите, первая тройка у нас страшный суд, это кармическая, да, 20-й аркан, 10 жезлов и 9 жезлов. По страшному суду свою карму на своих плечах ему безумно тяжело было нести. Безумно тяжело и страшно. Страшный суд – это карма, это кармическое, нечто кармическое, что должно было свалиться на голову этому талантливому человеку. Просто так он из этой жизни бы не ушел, да, и просто так он эту жизнь бы не прожил. Страшный суд говорит о том, что некая тяжесть свалилась на его плечи по десятке. Оно по десятке жезлов, как это ни странно, да, десятка второй – это всегда начало новой жизни. Он эту тяжесть на себя взвалил и перешел в совершенно новую жизнь, да, у него там вот наверное, даже вот так вот. Вот так вот, 9 жезлов, потом 10 жезлов. Ему было безумно горько и досадно. Я сейчас расскажу, о чем речь. Сейчас я подведусь к этому вопросу. Ему было безумно горько и досадно от того, что ему приходится нести на себе такой тяжелый гнет, такую карму. Но у него была надежда, светился маленький такой огонечек, что все будет хорошо. И действительно, надежды оправдались. Да, ему было очень тяжело, но он ушел в новые по десятке. Он ушел в совершенно другую жизнь. 10 второй – это начало новой жизни.
очень тяжелый переход, но однако начало нового. И теперь, сейчас у него наступила умеренность. Посмотрите, умеренность из пустого в порожнее переливает. Он может обдумать какие-то свои шаги, он может что-то как-то вот сгармонизировать в своей жизни, да. Он может там, я не знаю, здесь даже по шестерке пентаклей дать там бедному человеку на чай, да, монеточку такую. То есть он может вот как-то вот как-то подстроить свои планы под себя. То есть ему необходимо было по карме уйти из шоу-бизнеса и сделать так, что вот, ну, его не стало, да, якобы его не стало. А из-за чего он ушел? Из-за того, что вот по солнцу здесь карта детская, да, здесь карта детская, здесь карта детских травм и обид. Солнце это дети, да, у нас солнце это дети, свет, эгоизм еще когда-то обозначает, да, 21 аркан. И по семерке жезлов, детская карта, его обвиняли люди, обвиняли вот как раз в тех самых, да, домогательствах до детей. И ему пришлось уйти, ему было очень страшно, очень горько и обидно, то, что у него вот такая вот кармическая задача стоит, выстоять перед этими людьми, которые его обвиняют в том, что он, как некий рыцарь кубков, относится к детям. То есть вот так вот он относится к детям, понимаете, как любовник к детям, да, то есть как любовник относится к любовнику. Здесь такое не детское отношение было показано его к детям. Он наоборот, по-доброму старался, а люди подумали, что он детей на самом деле любит, да, вы поняли, в каких, в кавычках возьмем слово любит. И он потерялся, он растерялся, он не знал, что ему делать на эмоциях. Человечек бежит на эмоциях, человечек пробирается сквозь дебри и не знает, что ему делать. И по страшному суду ему пришлось вот так вот пережить вот эту апатию, депрессию, вынести вот этот тяжкий гнет на себе и перейти вот в эту умеренность для того, чтобы посидеть немножко в этой умеренности и подумать о смысле жизни, возможно, кому-то даже дать денежку какую-то, да, он вот, мне карты показывают, что он часто нищим подает сейчас, да, то есть он очень любит вот, ну, как бы вот давать вот эту денежку нищим, да, и по восьмерке жезлов он творит сейчас что-то новое, да, но ему почему-то не нравится то новое, что он творит, он срубает опять, да, он творит, и вот у меня прям такое приходит, да, в голову, что он как будто бы пишет, комкает лист бумаги, сворачивает его, да, комкает и кидает как будто бы вот у меня свечка передо мной сейчас, да, кидает в огонь, то есть ему не нравится все то, что он создает, да. Сейчас вот у него какой-то вот такой вот переходный период, чтобы выйти к людям в совершенно новом амплуа. Но для того, чтобы выйти к людям, ему нужно сотворить что-то невероятное, какой-то проект он готовит, да, для людей. Почему он инсценировал свою смерть? Его кармические задачи были пережить какой-то буллинг, да, буллинг от людей в плане того, что вот он якобы любил детей какой-то недетской любовью. Он очень сильно испугался этого, очень сильно запутался в том, что происходит сейчас, да, и ему пришлось вот из этой вот апатии перейти в десятку жезлов, нести вот этот тяжкий гнет на себе и просто раствориться, да, во времени. То есть он инсценировал свою смерть для того, чтобы люди его не обвиняли. Его очень еще сильно тяготило то, что люди задевают тем самым его близких и родных по солнцу тоже, да. И он перешел в умеренность, он перешел в спокойную жизнь. Сейчас он как бы, вот карту любовника сюда положу, сейчас он более-менее в спокойствии пребывает, однако ему не очень нравятся плоды своего труда, то, что он сейчас создает. И он вот ходит, подает нищим сейчас, да, вот прям денежку он дает, вот такое ощущение. Вот как-то так. Почему он инсценировал свою смерть? Потому что люди были совершенно недобры к нему, но это его карма. Это его карма, которую он, в принципе, по жизни, это кармическая задача, которую он должен был вынести. Он должен был инсценировать свою смерть для того, чтобы переродиться в каком-то совершенно новом амплуа. Тот Майкл Джексон, который существовал когда-то, уже не должен был существовать. Где сейчас находится Майкл Джексон? Следующий вопрос. Если я немножко торможу, вы там в комментариях мне пишите, потому как я болею, поэтому меня немного несет, да? Сразу заранее извиняюсь. Я ловлю информацию с потока, но вот немножечко такой бывает сумбур в голове, когда болеешь. Где сейчас находится Майкл Джексон? Где сейчас находится
Майкл Джексон. Карта, скажите нам, пожалуйста, правду. Где сейчас находится Майкл Джексон? Где сейчас находится Майкл Джексон? Дома, запутавшийся, апатия, депрессия, все те же самые карты, я столько мешала, понимаете, как ему тяжело. В начале нового какого-то пути. По шестерке жезлов, по солнцу и по семерке жезлов он, конечно же, хочет выйти из этой запутавшейся ситуации. Он сейчас находится дома с родными и близкими. Кстати, не так далеко от того места, где он раньше жил. Он находится просто в каком-то закрытом, сейчас помещении. И его очень угнетает, его очень беспокоит, что в основном выходить из дома он может либо только по ночам, либо с кем-то, прикрываясь кем-то, То есть его вот это очень печалит и беспокоит, то, что он из дома может выходить не всегда. Он, кстати, не так далеко от того места, где он раньше жил. Какое-то закрытое пространство, откуда он выходит либо ночью, либо вот прикрываясь кем-то. И он очень надеется, что у него еще в жизни будет его триумф, то, что он еще выйдет на сцену, но выйдет на сцену, как я вам уже говорила, в совершенно новом амплуа. Маска здесь на лице у человека. Он сейчас находится дома с родными по солнцу, пытается пережить вот эту вот трагедию свою жизненную, у него очень тяжело и долго проходит апатия. Он такой очень чувствительный человек, стопроцентный эмпат, и ему тяжело пережить все то, что у него происходило раньше, и то, что он инсценировал свою смерть, это все-таки очень тяжело для него пережить это все, но он в начале нового пути, новых начинаний по тузу жезлов, это начинание еще в зачаточном зародышевом состоянии, вот как мама держит своего грудного ребенка, он уже вылупился, родился, но он еще не вышел из вот этого вот горохового стручка, все его новые начинания, они пока в зачаточном состоянии, и вот пока они в зачаточном состоянии, я говорю, ему пока не нравится все то, что он пишет, все то, что он создает. Вот пока оно в зачаточном состоянии, он будет находиться в заточении, но потом он заявит о себе года через 3, в течение 3 лет. Сейчас он, конечно, до сих пор пытается справиться с трагедией своей жизни, самой главной трагедией того, что его предали просто все эти люди, все те его фанаты, все те его поклонники, люди, которые его окружали, кого он любил, кого он считал преданными людьми, они его предали. Он так считает, и он находится дома с семьей сейчас, но в безумной грусти, ему очень тяжело от того, что ему приходится выходить не тогда, когда ему вздумается из дома, и он в начале какого-то нового пути. То есть в Штатах, где там, я так понимаю. Изменил ли Майкл Джексон внешность уже? Нет, нет, не изменил по картам. Почему? Потому что он еще не может нормально из дома выйти, это мы уже выяснили, в принципе, если карты нам говорят, что он скрывается там, может только ночью выйти, либо только прикрываясь кем-то, внешность он пока не менял. Пишет ли музыку? Вопрос был от подписчика. Да, пишет, но ему пока не нравится все то, что у него выходит. Первый миф. Действительно ли Майкл Джексон был человеком, который был неравнодушен к детям, вот именно в двусмысленном смысле? Давайте еще раз вытянем, конечно же, карты, но мы уже убедились, по-моему, что нет, что люди его просто оклеветали. Нет, конечно же, естественно, нет. Я сейчас вам расскажу. Король мечей, королева кубков, шестерка пентаклей. Он был тем человеком, который боролся за справедливость. У него была любимая женщина, была, есть и остается. К слову о его ориентации. Женщина любимая выходит 2 раз. Тогда любимая, сейчас императрица. Это его супруга, я хочу вам сказать. У него гетеросексуальная ориентация. Вот те, кто будет... Я про ориентацию даже вопросы не буду задавать, потому что 2 раз выходит одна и та же женщина, только в другом амплуа, так скажем. Там она выходила императрица. Мне сейчас карты подсказывают, что тогда, когда он уходил из шоу-бизнеса и инсценировал свою смерть, она была просто еще любимой женщиной. И он всегда боролся за справедливость. Он был борцом за справедливость, он был очень эмоциональный, открытый человек. Из-за того, что он был такой открытый, его так глубоко ранили. Посмотрите на короля мечей, он готов к бою. Почему? Потому что он понимает то, что его могут в любой момент как-то задеть, как-то предать, Человек уже тогда понимал, что люди несут какую-то
несут какие-то небылицы, да, по поводу детей, по поводу его отношения к детям. У него была любимая женщина, он подавал, опять вот карта подаяния, да, он подавал людям, он давал денежку, да, там неимущим, там больным каким-то, да, а люди, вот эта вторая тройка, да, люди сочинили про него, что звезда, поп-звезда, это дьявол во плоти, который рушит чьи-то чужие жизни, да, то есть они сочинили про него небылицы о том, что это дьявол во плоти, рушащий чужие жизни по башне, сочинили про него то, что звезда на самом деле таковой не является, звезда на самом деле это дьявол, который рушит детские жизни, а на самом деле он был борцом за справедливость, у него была и есть любимая женщина, с которой он сейчас, которая теперь его императрица, теперь я поняла, что это все-таки любимая женщина, и он всегда подавал подаяния какие-то, да, то есть он был человеком, который боролся за справедливость, не было у него никаких недвусмысленных отношений и мыслей про детей. Он просто любил эту жизнь, любил людей, любил детей. Тут вообще нет даже намека на его какие-то связи, да, вот такие вот нехорошие. Здесь есть намек только на то, что люди сами его оклеветали. Люди придумали по звезде, придумали, что он как некий посланник дьявола, разрушающий чужие жизни, да. Это первый миф, который, к счастью, оказался неправдой. Реально ли Майкл Джексон отбеливал кожу? Или это была болезнь? Реально ли Майкл Джексон отбеливал кожу? Или это была болезнь? Реально ли Майкл Джексон отбеливал кожу? Или это была болезнь? Ну, хочу вам сказать, так, маг у нас вышла девятка пентаклей и пятерка пентаклей, он с детства, с раннего возраста, да, как-то скрывал, вот ему было прям не по себе, да, от того, что вот ему приходилось как-то скрывать, как-то вот, да, чтобы никто не увидел, там, по магу он пытался как-то бороться, по магу пытается бороться со своими несовершенствами и скрывает их глубоко от третьих глаз. У него была болезнь. У него была болезнь, здесь опять говорится о том, что он безумно любит деток, почему-то у меня вышло, да, король жезлов, тут вообще к теме не относящийся, да, но, ага, я поняла, в чем дело, ребят, сейчас я вам объясню, да, я поняла, он боролся по магу со своей болезнью кожи, это болезнь кожи, он не отбеливал кожу, это болезнь. Напомните мне в комментариях, как называется. Некая болезнь кожи, которую приходилось скрывать, он там отдавал какие-то деньги, да, пытался там что-то сделать, но не помогал. Но кожу не отбеливал, кстати говоря. Здесь говорится о том, что ему приходилось скрывать, вот это ему было как-то неприятно, дискомфортно, он стеснялся безумно. И вот он по королю жезлов, как человек, будучи глубоко любящий детей, он давал денежку, если знал о том, что вот у кого-то из деток есть заболевание кожи. То есть здесь он отдавал предпочтение, не то, что отдавал предпочтение, это грубо сказано, да, если он знал то, что у ребенка болезнь кожи, он сразу давал денежку. Ну, то есть вот, чтобы что-то вот вылечить, да, это как вот раковые какие-то заболевания кожи, да, то есть он вот помогал, он постоянно помогал, кстати, денежкой. Ему было так досадно, так обидно за этих детей. Почему? Потому как вот эта болезнь, она всегда тянула его ко дну. Тут какая-то болезнь, ребят. Тут болезнь, тянущая его ко дну в моральном, психологическом смысле этого слова. Он почему-то безумно переживал за свою кожу. Вот он переживал с малых лет, он боролся с несовершенствами, скрывался, затем, став взрослым и заимевший уже денежку, да, какую-то, он боролся с болезнями кожных заболеваний у деток, для того, чтобы они так не страдали, да, для того, чтобы их болезнь не тянула их ко дну. Боролся в основном еще с теми заболеваниями у детей, да, у кого было мало времени. Ну, это онкологические какие-то заболевания кожи по тройке. Второе, это мало времени у детей. Все, я поняла теперь.
думаю, почему мне вышла эта карта про детей, да, здесь. То есть здесь вот он очень большое внимание обращал на заболевания кожи детей, потому что ему в своей собственной коже было некомфортно. Здесь не сказано, на самом деле не сказано, прям отбеливал или не отбеливал, здесь сказано о том, что он боролся. Он боролся с малых лет с этим заболеванием, и ему оно приносило безумный дискомфорт. Итак, для чего он делал пластику лица? И делал ли, да, что там он себе делал? Для чего Майкл Джексон делал пластику лица? Ну, кстати, вот по картам, да, безумно уязвимый человек. Вот по поводу внешности имеется в виду, да. Очень хороший, но эмоционально нестабильный в психологическом плане по поводу именно своей внешности. Не по поводу там детей, еще кого-то, да, вот именно по поводу своей внешности почему-то он очень сильно переживал. Тут вот в картах прям рассказывается его боль. Вы не чувствуете, да, вот сейчас через экран, возможно, но я прям чувствую, у меня ладони сейчас потные, да, от того, что вот, ну, печальный такой расклад. Потому что ему, конечно, больно, обидно за все. Для чего Майкл Джексон делал пластику лица? Боже мой, как же вот прям вот, ну, как мне жаль человека искренне, вот по-человечески, да, буллинг какой-то вечный, да, его постоянно травили ребята какие-то, да, вот за его какие-то несовершенства, за его несовершенство, скажем так, ему все время приходилось отбиваться. Пятая карта буллинга, карта то, что его постоянно дубасит, ты не такой, как все там, ты не подходишь нам, ты нам не ровня, он постоянно пребывал в десятке мечей, постоянно пытался из нее выбраться, и постоянно даже, возможно, по этой карте наносил себе какие-то, ну, пусть небольшие увечья, да. Ну, это как вот такая небольшая шизофрения, да, это вот, кстати, в малом возрасте, в подростковом возрасте, когда дети особенно жестокие, он, возможно, наносил себе даже какие-то увечья, демонстрируя тем самым то, что вот он несовершенен, да, он вынужден был по тузу мечей, туз мечей это глубокая боль, по безумной луне кто-то мне пишет в комментариях, что туз мечей это человек агрессивный, туз мечей по безумной луне это человек, переживший огромную боль, дорогие мои, безумная луна это не Райдер-Уэйт, это немножко другие карты. И он вынужден был отбиваться и защищаться. И после этого он себе создал такую броню, которую просто невозможно было пробить. Да? По смерти он полностью трансформировал себя в совершенно другого человека. И из этого другого человека вылезли какие-то новые росточки, да? Какие-то новые плоды. И этим самым новым плодом и творением, созданием стал новый Майкл Джексон, которого мы увидели уже на сцене, а в детстве ему было ой как нелегко. Я хочу сказать, для чего он делал пластику лица, объясняю еще раз, для того, что он чувствовал себя всю жизнь несовершенным, несмотря на то, что он переродился, несмотря на то, что он трансформировался в великую звезду, он всю жизнь себя и до сих пор, так как он жив, как мы уже выяснили, считает себя несовершенным человеком, несовершенным в своей внешности. Это его ахиллесова пята. Его внешность, его ахиллесова пята. Здесь вся боль, вся скорбь именно про то, что его не понимали его отношение к детям, да, и не понимали того, какой он есть, да, чисто физически, да, чисто внешне. Помню, даже какое-то время он вроде носил маску, да, если я не ошибаюсь. Его ориентации еще раз спросим. Все-таки последний вопрос наш сегодня с вами, да, чтобы долго не затягивать. Ориентация Майкла Джексона. Ориентация Майкла Джексона. Рассказываю. Почему вытягиваю так много карт, да, мне как-то вот на Юру Шатунову сказали, а что вы на ориентацию вытащили только одну карту, а другие убрали. Отвечаю на ваш вопрос. Там на самом деле как бы я вытаскивала одну карту на ориентацию, остальные уже были там для себя. Но здесь я специально для вас вытащила несколько карт.
Восьмерка кубков, туз жезлов и королева пентаклей говорит о том, что когда-то в ранней юности, еще в таком пубертатном периоде, у него была такая безответная любовь, которая отказалась от него, да, это была девочка, которая вот его бросила, так скажем, да, ну, безответная любовь у всех бывает. А так как, будучи очень эмоциональным, он для себя решил, что он такое ощущение, как будто вот от женщин откажется, да, откажется вообще не от, ну, тут не от женщин, тут откажется как будто бы от любви. Вот такое ощущение, что вот здесь вот его бросили, и я отказываюсь от любви, я хочу посвятить себя полностью в творчество, в туз жезлов, да, вот в такое творчество я хочу себя посвятить, я хочу стать тем, кто приносит людям радость, счастье, гармонию, я хочу стать вот такой вот мамкой-наседкой для деток, для всего мира, да, и я хочу просто, ну, просто приносить радость людям, да. Королева Пентаклей в данном случае это он либо был земного знака зодиака, не знаю, кстати, кто он по знаку зодиака был, да, либо он просто имел вот такой вот очень мягкий женственный характер, вокруг него всегда действительно собирались дети, да, и он, потерпев поражение на любовном поприще, когда-то давным-давно в пубертатном периоде решил отказаться вообще от любовных каких-то дел и посвятить себя полностью в творчество, в какое-то свое рождение, да, в шоу-бизнесе и стать вот таким вот человеком доброй воли, да, послом доброй воли, который и денежку может дать, да, и помочь может бедным, обездоленным, и детки вокруг него всегда собирались. Это такая мамка-наседка, да. Однако, несмотря на то, что вот он решил, что никогда больше влюбляться в жизни не будет, по десятке пентаклей и по пажу кубков я тут сказала то, что у него гетеросексуальная ориентация, да, я врать не люблю, я говорю все как есть, да, отношения с мужчинами тоже были, дорогие мои, были какие-то бисексуальные связи, да, его соблазнил некий молодой человек, когда он был уже в шоу-бизнесе, да, молодой человек, этот был очень умным, очень хитрым по шахматной доске, да, он попробовал что-то новое по десятке второй. Десятка второй – это пробовать что-то новое, переходить в новую жизнь. По десятке пентаклей и по пажу кубков он попробовал нечто новое, он попробовал некую новую любовь, да, с мужчинами тоже, да. Я сейчас никак не осуждаю человека, ориентация у всех та, какую они выбрали для себя, да, это чисто какие-то вот чисто дела личные одного человека, да, ну, двух человек, да, и поэтому я никогда не осуждаю гетеро, бисексуальные, да, неважно. Но у него были связи, врать не будем, да. Но это в силу его эмоционально неустойчивых, каких-то нестабильных выплесков, да, в этой жизни, то есть от него отказалась некая девушка, он решил посвятить себя в творчество, ушел полностью в добродетель, вокруг него собирались дети, и тут у него появился какой-то очень такой хитрый игрок, да, хитрый манипулятор, который его заманил, который его приласкал, который притворился то, что он для него друг, соратник, любовник и так далее, то есть здесь была некая притворная любовь, Майкл ему поверил, я не знаю, кто это, правда, тут говорится вот про человека, который его просто заманил вот так вот пальчиком в свои тиски. Но, однако, по тузу кубков сейчас у него в любви все хорошо, он действительно с женщиной со своей королевой кубков, а впоследствии теперь уже с императрицей. То есть у него были и такие отношения, и такие отношения. Но, однако, все-таки те отношения не гетеросексуальные, да, они были в силу того, что человек находился в нестабильном эмоциональном состоянии. И, возможно, его действительно просто соблазнили и заманили, да, ну, всякое бывает. Туз кубков – это то состояние, какое есть у него сейчас, он в любви, он полон надежд, он полон каких-то изменений в своей жизни. Туз кубков – это максимальная любовь, которую он может подарить и которую он может получить, любовь от женщины. Опять-таки от водного или воздушного знака зодиака, как я уже говорила. Вот про его ориентацию, в принципе, да, я вам рассказала. Пишите, пожалуйста, в комментариях все, что вы думаете об этом видео. Я сегодня немножечко так тормозила, надеюсь, вы меня простите. Пишите в комментариях все, что вы думаете о Майкле Джексоне. Пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я сделала для вас, да, какие новые расклады вы хотели бы увидеть на моем канале. А я буду вам отвечать в комментариях. И я вас очень люблю. Всего вам доброго.